Всем доброе утро. Сегодня такая погода туманная, но тепло. Вчера было солнце, но холодно. Сегодня туманно, тепло. Сейчас вот решили рано спуститься на воду, но все равно мы одни из последних уже. Лодок практически нет. Ваня, он приехал к нам. Сегодня будем ловить. Сразу пойдем на то место, где вчера ловили. Начнем оттуда. Утро там постоим, потом будем смотреть, что поклевывает. Погода пока потрясающая. Ветра нет. Тепло. Сейчас Ванину лодку сбросим, потом нашу будем оснащать и в путь. Опа, есть! Офигеть, наджик! Я отвлекся немного. Первый раз вот пишешь, наджик, вообще не слышал, что наджик можно ловить. И у Марата подрезал одну приманочку. Он сегодня все равно на прививку едет. Поэтому класс. До этого блесну кидал. И вот Серега блесну кидает. Поклевок не было. Вот сейчас джик. Буквально там одна из первых проводок. Прикольно. Вот тут такой не классический джиг, как мы привыкли. А на джиг-головке муху связан. Вабик. Давай, давай. Иди сюда. Ага. Есть. Есть контакт. Первый. Сейчас покажу. Удобно, да? Как кижуча за хвост брать. Вот приманка. Подразогнул немного крючок. Кижуч. Вот так выглядит джиг, на который ловят кижуча. Вот 16 грамм. Но мне кажется, он и на резину на самом деле будет ловить. Вот я у Вани спросил, он говорит, есть люди, которые на резину вот уже ловят. Тоже на розовый цвет он почему-то любит. Не знаю, может стереотип такой. Неужели он не будет на зеленый вообще клевать, мне кажется. Надо пробовать. Но вот преобладает розовый цвет. Вот такой вабик навязанный на джиг-головке прям. Сейчас продолжим на него ловить. Солнце начинает показываться, туман немного рассеивается. Сегодня прекрасное утро. Тихое такое, теплое. Есть. О-хо-хо. Я что-то отвлекся, не ожидал. С высокого берега такой удар. Вот это лососина там. О. На вертушку. В этот раз давно поклевок не было.
О, вот тут он упирается. Отлично, рыба свечки делает. С такого берега высокого. О, вот это да. Хороший экземпляр. Небось самец. Вчера вот самые крупные были самцы. Вообще сдаваться не намерен. Он подбагрился. Да, подбагрился, поэтому так не идет поперек. Странно. У меня еще стоит 2 одинарника на асисте, на ниточке. То есть как можно подбагрить так. О. Угу. Ну ладно. Давай, иди сюда уже, все. Сдавайся. Ну, еще рывок будет или все? Конечно будет. Конечно будет. И еще рывок. Ну все, давай. Отличный экземпляр. Жаль, что за жопу. Свежак, как вот говорил Марат. Вот. Вот. Паразит вот этот. Мы приехали на другое место. Вот. Место называется Косилка, Ваня сказал. Местные так называют. Здесь прям оттенок воды совсем другой. Она прозрачная, такая классная. Мы там в той протоке ловили, там муть прям идет. И там ручей впадает в нее, прям видно, что прозрачный ручей впадает в мутную протоку. Это здесь прям прозрачно все. Видно противоположный берег. Полно следов медвежьих. Вот здесь еще там рыл. Ой. Короче, здесь прикольно. Посмотрим. Коряги вот там впадают тоже, куча проток всяких. Интересно. Есть. Прикольно на джике. Как судака. Ну это кунжа. Класс. Да куда ты? Прикольно, красивая какая. Сейчас придется спускаться. И мне нравится то, что на джиг. Потому что я не знал, что вообще на джиг ловят такую рыбу. Смотрите, какая красивая рыба. Очень красивая. Классно. Сейчас я сфотаюсь и пущу ее. Переехали еще в одно место. Вот классно здесь. Протока такая там петляет. Здесь подмытый берег.
Мы высадились с Серегой с того берега, мы с этого. Да, такие медвежьи ходы. Коридоры, я бы сказал даже. Есть. Кунж, наверное, тоже. Нет, был, ну, я не рассмотрел, но было похоже на киш очень небольшой. Вообще на снос. То есть я сейчас заброс сделал вверх по течению, прям с плавом подыгрывал. Прикольно, короче, на джиг ловить. Классно, я не знал, что можно на джиг ловить такую рыбу. Очень жалею, что не взял с собой приманок. Я думаю, и на поролон, кстати, можно было бы поймать. То есть нужен объем вот такой за счет волос. И можно сделать такую проводку, которую весной не добьешься. Соответственно, пробить глубину вот эту. Есть. Ну это кунжа опять. Не кижешь. И за жопу. Голец за жопу. Как вам такое? Как вам такой джиг? Да погоди. Да там тоже плещется он. Непонятно, что он плещется. Но не клюет. Опа, есть. Только я сказал, что он плещется и не клюет, как он клюнул. Ну небольшой, небольшой. Серег, я в камеру говорю. Серега мне, как всегда, отвечает. А, сошел. Прям уже у подсака. Блин, странно, потому что у меня ассист стоит. Обычно с него не сходит. Уже в раздевалку была последняя. Ну что, подходит день к концу. Сегодня решили чуть пораньше в лагерь прийти, потому что не успеваем ни просушиться, ни рыбу обработать, ни поужинать нормально. В общем, решили сейчас стартовать уже к лагерю. Сегодня великолепный день был, такой разнообразный в плане и погоды, и рыбалки. Но самое, что мне запомнилось, это сегодня, конечно, я джиг разловил. Вообще рыбалка на джиг очень интересная, и мне кажется, она еще не до конца, потенциал большой. В общем, у нее можно и резинки какие-то попробовать, силиконовые приманки, и вабики. Ну, то есть я говорю, если бы у меня были с собой коробки с джигом, то было бы интересно. А так я отталкиваюсь от того, что у меня одна джиг-головка и 16 грамм. На нее ловлю, но и на течении такие места классные, подмытые берега, и по рыбе разнообразие. В общем, отличный день в копилку. Всем пока, увидимся завтра. Мы еще здесь один денечек половим. Знаешь, Марат, что, весь вечер надо было. Не надо. Да ладно, вон этой икры еще полно. Марат, здорово. Здорово. Друзья, всем привет. Сегодня у нас настоящий дубак наступил. Сейчас время часов 8:30. Прям мороз какой-то. Несмотря на то, что солнце светит, очень холодно. У меня вчера еще забродный костюм порвался. Я его второй раз надеваю. Первый раз в том году я здесь был.
носил его, он протерся, пятка протерлась, и вчера у меня носок весь мокрый был. Его сушили, сейчас я попробую его залатать. Есть жидкая латка, и надеюсь, сегодня получится, что не будет течь, иначе такой тубак, кажется, мне ноги отморозятся. В общем, будем собираться сейчас и выходить на воду. Еще вот икра упала еще. И Серега расстроился. Так, вот мои выбиры, которые за две рыбалки у меня протерлись вот, на пятки. Здесь вообще вот совсем тонкий. Здесь такого нет. Сейчас попробуем залатать. Серега мне дал такой жидкой латкой. Надеюсь, поможет. Марат, привет. Марат, как дела? Нормально, на улице 9 сентября, 10. Мы в шапках. Холодно. Какие планы сегодня? Планы? Попробуем опять поймать что-нибудь. Икру мы уже сегодня рассыпали, все, что приготовили. Придется заново, да? А? А заново придется ловить. Ну да. Обнулились. Мы пришли на место, вейдерсы мои не заклеились. Точнее, может быть, заклеились в том месте, где я их клеил. Но где-то еще есть протечки. И я уже чувствую влагу в ноге. Поэтому у меня сегодня будет преимущественно береговая рыбалка. Ребята вот стоят, ловят, ветер ужасный. Там вот, где мы ловили, невозможно с этого берега облавливать. Они переправились на ту сторону. В общем, я пойду по берегу сейчас и буду облавливать там, где вчера ловил, на джиг как раз. Ну, единственная у меня проблема в том, что у меня джиг всего одна штучка. Если я оторву, останусь без него. Ну, думаю, и на блесна здесь можно пробовать. В общем, пойду по берегу. И сейчас вот место, где мы ловили, высадились, там прям свежие следы медведя. Я даже коптер поднял немного. Полетал, думаю, может быть, я его увижу сверху, но нет. Поэтому здесь, конечно, одному сейчас ходить. Здесь еще вот деревья начинаются, такой участочек, где он может быть. Буду ходить, покрикивать. Оп, оп, оп. Отпугиваю, хожу, чтобы он меня издалека слышал. Хотя я иду, тут подветренная страна, он меня, я думаю, учует все равно. Но на всякий случай, чтобы я не был неожиданностью для него, то испугается и накинется. Так обычно они и кидаются. В качестве еды им человек-то не интересен. Рыбы полно. Опа, есть. Первый заброс, прикольно. Такая, тут смотрите, я ловлю, тут щучьи места, абсолютно щучьи места. Как болото. Небольшой. Ай, сошел. Может быть, чуть перетянут фрикционами, потому что я его раскручивал. Но опять осист стоит, с него сходов не должно быть. Все мягко. Никакого рычага нет. Похоже, вот он так берет. Не просек его надежно. Есть. О, такого же небольшого размера. Прикольно я от ребят. Ах, опять сход. Опять сходы. Вот сейчас уже обидно. Второй сход подряд на ассист. Я уже разочарован. Сейчас еще слабже фрикцион сделал. Может быть, ну, единственное у меня объяснение, он, может быть, из-за того, что фрикцион перетянут, он рвет себе. Не знаю, там что у него. Губы и зубы есть у него.
Но прикольно то, что я вот от ребят ушел. И вот сразу там не было ничего, где мы ловили. А тут вот такое место невзрачное абсолютно. Сразу 2 контакта, 2 схода. Ну, в общем, пройду сейчас дальше. Оп! Оп, 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 оп! Вот слияние 2 проток. Тут видно, как вот здесь мутная вода выходит. Но вот здесь абсолютно чистейший поток, прозрачный. Вот здесь мутный, где я ловил. Сейчас вот дальше прозрак невероятный просто. И такого оттенка приятного вода. Пойду вниз по берегу. Буду ловить уже на таком стриме. Болото я обловил. А на стриме я буду ловить джигом. На таком течении, чтобы пробить такую глубину, нужен джиг. Мне очень понравилось вчера на него ловить. Единственное, он у меня, как я уже говорил, один. И поэтому какую-то такую рискованную проводку ближе к дну я делать не буду. Буду ловить им в толще. Это, конечно, минус. Везде вот берег подмытый. И вот трава в воде, вот это трава береговая. Он осыпается. Очень много таких балкончиков нависающих. Поэтому подходить близко очень рискованно. Надо все время смотреть. Вот там вообще нависает. И вот за это цепляется часто, потому что такие булыжники с травой, они перевернуты, травы много очень. Оп, 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 оп. Вот самое стрёмное, это вот когда деревья вот так подходят к берегу. Потому что там, где трава, там, мне кажется, он лежать не будет. А вот здесь, мне кажется, он может как раз днем отдыхать. Поэтому я стараюсь вот здесь шуметь. Там еще куча рядом с этим местом. И здесь все исхожено. Но здесь везде все исхожено. Все берега, вот везде вот такая тропа идет. Абсолютно везде. Болотистая местность. Вот такой высокий берег, неважно. Везде есть тропа. Везде отпечатки. Везде следы. Все проходит, мне кажется, каждый день, там, каждую ночь. Патрулирует, собирает рыбу эту. Здесь невозможно встретить какую-то местность, где нету таких троп. Все исхожено. А вот это Мишка тут кушал. Валяются головы. Расчлененка вон там еще. Вон там куча была навалена. Прям свежак. Наверное, тут с утра он ходил, кушал. Да. Вот и все. Есть. Кунжа. Класс. Хороший размер. Давай, давай, давай. Коротковато. Оп, подсачка. Оп. Есть. Джиг рулит. Смотрите, какая классная, да? Красивая. Сейчас я тебя отпущу. О. Давай. Опа. Прикольно. Мне очень нравится то, что здесь так классно клюет на джиг. На таком течении сильном. Такими вот проводками, постукиваниями. Класс. Есть. Это вообще класс, я видел прям, как он схватил. Да это кижич небольшой. Как он вышел, промахнулся и потом добил. Это кижич небольшой.
Опа, есть. Небольшой, но желанный. Сегодня нам надо поймать. Смотрите, у него такой порез на боку, как будто вот прям медведь его какой-то когтем, но один только. Значит, вряд ли, переверните, дружок, вряд ли медведь, может багранули его. Такой шрам у него остался на спине. Ну все, дружок, поедешь на филе в Москву с нами. Опа, есть. Жучара. Тоже я видел, как он вышел тут с высокого берега, все видно, класс. А, нет, это... Нет, ребят, это кунжа огромная, просто огромная кунжа. Блин, как обидно, что нет никого, кто сфотает с такой рыбиной меня. Просто огромная. Размером больше, чем кижище, которое я сейчас поймал. Довольно обрывистый берег. Но он, видно, недавно обрушился уже, поэтому я думаю, вряд ли он... Очень большая кунжа. Просто посмотрите. Смотрите, какая. Очень классная рыба. Так, наша камера. Оп. Даже не знаю, как вот. Я его никак не сфотаю. Но экземпляр очень большой. Еще у Вани вчера был сход. Я думаю, такой же. Он говорил, у меня очень большая у него клюнула. У меня подсака не было, и он ее спустил. Ну, вот, мне кажется, у меня такая же была. Даже сфотать никак не могу. Ну ладно, подруга. Сейчас я тебя отпущу. Ну, давайте зафиксируем еще раз, смотрите. Чтоб все видели. Ай. Сколько же у нее энергии. Смотрите, какая. Вот прям она. Весь подсак. Вот. Хвост. От морды до хвоста прям вот. Давай. Аккуратненько давай. Оп. Все, ушла. Очень класс. Очень класс. Но я думал, кижич. Размер такой же. Мне еще вот до конца можно дойти, обловить. Еще есть шансы кижича поймать. О, прыгай. Прыгай, да. Есть! Расслаблен фрикцион. Ну, а в траве ловим, короче. Не-не, я возьму. Я сам возьму. Я сам возьму. Да. Блядь, слышишь, не попал? Ты не ругайся. Сейчас тройник у меня стоит. Не ассист. Оп. Трехочковый. Давай 5. Выдал себя, прыгнул, да. Да, прыгнул. Ну вот смотри, тоже паразит у меня. Да? Тоже паразит. Тоже такой побледневший. Наверное, скоро отвалится.
О, рыба прыгает. Есть? Помогаю. Вот ветер просто шквальный. Вот Марат тащит, я на подсаке. Оп. Давай. Да, залетел. Давай, это. Носатик? Носатик. Расскажи ощущения. Ощущения кайфовые, ветер сегодня жестокий. Но мы не отчаиваемся, ходим в поисках. Пришли на новую локацию, ну, старо-новую. И вот взяли такого красавчика. Да, Марат, что тут? Ну, у нас с тобой процесс идет, пока Сережа непонятно где. Мы нашли с тобой перспективную точку. И у нас с тобой все получается. Ах ты гад такой, сучий. Да, мы прошли, короче, вниз по протоке. Такой вот красавчик. Сейчас, Солнышко прям сзади. Такой вот красавец. Хорош. Да, куда ты? Так аккуратно, на близком вижу. О, вот тут хорошо видно. Короче, у меня сломалось крепление на шею. Поэтому вся рыбалка не записана. Но как раз как сломалось крепление, так рыба начала клевать. Может быть, это взаимосвязанные вещи. Камеру убираешь, а рыба клюет. Так что мы сегодня нормально уже наловили. Наверное, десятку поймали. Ну все, наблеснул. Нормально там ее глушишь. Приходится. Ладно, сейчас еще, в принципе, обед только, мы уже нормально отловили. Сегодня нормальный день, еще хотя ветер ураганный просто. Несмотря на ветер, ловим. Процесс идет, ребят. Вот такая тут ситуация у нас в лагере. Сейчас пришли. Ветер очень сильный. Шатер один снес, где у нас вещи были. Не только у нас, там тоже палатка у людей посносило. Очень сильный ветер тоже. Шатер. Народу немного осталось. Мы сегодня заключительный день у нас был. Сейчас будем восстанавливать лагерь, чуть собираться. Поедем, ну, договорились, что все же поедем. Сегодня переночуем, завтра с утра поедем, потому что дорога долгая, такая тяжелая. Ну ладно, сейчас чуть подсоберемся и еще расскажу вам. Итоги подведем. Утро, вот заморозки были ночью. Покрыли с льдом лодочкой. Ваня с Машей сегодня половят еще. Мы сейчас будем собираться. Дубак сейчас, может быть, на солнце разогреется. Пока очень холодно. Камера, мотор. Да, да. И снова здравствуйте. Шел какой, 5-й день уже на рыбалке? Ну, 3 дня ловили. 3 дня ловили, да. Вот собираемся пути. Первый день заезд, и вот сегодня выезд у нас. Мы заехали во вторник, выезжаем в субботу. Да. Ну, ты считаешь, как мы нормально же отловились? Ну, с тем учетом, что некоторые приходят, ловят по одному, вот сейчас ребята пришли. Да, ну первый день у нас был такой разведка, то есть мы несколько мест проверили, искали разные по типажу. Да, и по к итогу, вечеру где все нашли. поймали? Я не помню название. Ну, туда, куда стоило изначально ехать, Да, правильно? да, куда Марат говорил, что там будет рыба, там рыба и оказалась. И мы там и рядом фактически вот все 3 дня отловили. Да, в принципе, неплохо, кижуча еще мало. Вот, я говорю, по сравнению с тем, что там люди стоят по одному, по 2 за утрянку ловят, по 3 это. Мы вчера сколько поймали? Вчера, 12 где-то с вчера, лишним. да, 12, вот лицензию закрыли. Да, лицензию закрыли, еще сход был.
Потому что мы это сколько сходов у тебя Ну, было? то есть, в принципе, если это туда упереться, вот, где мы нашли рыбу, то могли бы больше поймать. Ну, штук 30 можно с утрянки до Мне вечера кажется, да, поймать, вот 40. если целый день простоять там, Да. но было интересно просто места посмотреть. Да, Давай. поэтому в целом все неплохо. Сейчас подкачаем чуть колесики и поедем домой. Завтра планируем отдохнуть, да, я поеду спасу друга. Тачка сломалась, а в воскресенье в понедельник мы в Налычево, да, опять еще поедем. запланировали еще одну рыбалочку, Да. там, где были Где большие, первые. нормальные лопаты ловятся. Да. Не такие, как здесь, вот такие вот самочки, а вот такие, Мгм. чтобы в камеру не помещались у вас. Да. Так, еще мы обещали обзорчик на машину сделать. А что? Потом, ну потом, наверное, или Да, да, уже потом намоем и сейчас? сделаем. Да. Ну, тут Давай. уже мыть нечего, все уже оторвалось, но это боевой корч, как бы, поэтому... Расскажешь Да. боевую машину. Ну все, друзья, увидимся чуть попозже. Давайте, пока.